Иностранец приехал, наприезжали, валите домой. День номер 2 в Орландо. Решили узнать, сколько же стоят здесь апартаменты и что входит в эту цену. И мы, конечно же, пошли в апартаменты, которые находятся в самом центре города Орландо. Она очень уютная, светлая, с видом на бассейн. То есть сказать, она в такой тихой зоне. И мне очень понравилась тоже кухня. Посмотрите, просто очень уютно, так прикольно. Вся электрика уже входит. То есть это здание тоже новое, не так давно построено. И квартира выглядит очень свежо. В ней нет мебели, придется покупать, если въезжать. Но это не такая уж большая проблема. Она еще сказала, мы можем ее арендовать. Кстати, да, такая возможность тоже имеется здесь. Вы можете просто арендовать мебель там на месяц, на 2, пока не купите свою. Давайте теперь пробежимся по ценам, чтобы понимать, что сколько стоит. Чтобы нам податься на эту квартиру, нам нужно заплатить $100 с человека. Так как нас двое, мы должны заплатить $200. Далее, когда мы будем в день, когда мы въезжаем, нас уже все одобрили, все проверили, сделали, все отлично. Когда мы въезжаем, мы должны будем заплатить $801.88. Это за разные, короче говоря, за паркинги, не паркинги, вот все прочее, то, что у них вот есть. Короче говоря, мы сразу все платим. Общая аренда $1978. Вот. Мы типа арендуем вот кухню, вот и все, что вот это вот есть, да, это примерно $100 они посчитали в месяц. И итоговая цена $1978. Блин, ну на самом деле очень даже неплохо за такую-то квартиру, и особенно в таком районе, где буквально 5 минут пешком, здесь классная зона есть, классная прогулочная зона и парк большой. Между прочим, это one bedroom apart, то есть однокомнатная квартира. Не, ну как, по-нашему это двухкомнатная квартира. Она получается 782 square feet. Это довольно-таки неплохо. Но еще один момент, который мы не сказали. Какие документы еще нужно будет от нас? Это, естественно, паспорт. Так как у нас нету SSN, Social Security Number, это будет проблема. Или даже если бы он у нас был, это все равно было бы проблема, потому что у нас нету кредитного рейтинга. Если у нас нет кредитного рейтинга, то мы должны будем внести депозит 2 месяца. Если мы вносим этот депозит, то у нас никаких проблем нету, и мы можем езжать. Что входит вообще в эту стоимость? Это квартира сама, спортзал большой, также зона для всех жителей, для residents. То есть вы можете здесь работать, готовить, барбекю зона, отдыхать, загорать, что хотите. Вы можете приглашать сюда друзей, просто потусить, например, вечером поиграть в монополию. И также здание само проводит месячно или иногда некоторые мероприятия, там кофе приносят, все такое. То есть есть такая лаунж-зона, где вы можете познакомиться с другими жильцами, тоже пообщаться, потусить. Вот такое вот прикольное место на самом деле. Ну и, конечно же, сам бассейн вот этот тоже входит уже в оплату. Просто посмотрите, он такой огромный, можно выйти днем, вечером поплавать. Во Флориде сейчас очень жарко, поэтому вы очень комфортно можете здесь, пожалуйста, полежать даже, допустим, в декабре. Что вы думаете по поводу этой квартиры? Напишите ваше мнение в комментариях. Вы бы сняли такую квартиру за такую цену? Или это многовато? Напишите свое мнение в комментариях, очень интересно почитать. Сегодня мы пришли в Bank of America. Как вы знаете, это самый большой и популярный банк в Америке. И мы решили узнать, что же здесь надо, чтобы получить персональную карточку или бизнес-аккаунт открыть.
Здесь стоимость вашей карточки будет уже $5, а не так, как мы вчера рассказывали, 7. Но также, если у вас на счету будет больше $500, ваш аккаунт будет бесплатным. Персональный аккаунт. Что нужно, чтобы открыть счет? Все просто. Паспорт и адрес. Но адрес вы можете использовать вашего друга. Отель на адрес не подходит, не пытайтесь, мы пытались. Да, мы пытались. Поэтому, если у вас есть друг, подруга, родственник в Америке, вы можете смело использовать его адрес, просто на него придет карточка, все. Потом вы можете сделать себе PO Box, так называемый, это адреса, так сказать, арендуемые, и попросить вашего друга туда отправить, если вам надо что-то будет. Вот и все. Да, на самом деле это настолько все просто и прикольно, что классно на самом деле. Должна сказать, тут очень милые сотрудники везде, они очень мило пытаются помочь тебе, всегда подсказать что-то. И они совсем не осуждают тебя, то что ты вот новенький, ты что, ничего не знаешь, что ты приперся сюда? Нет, они реально пытаются как-то вот посодействовать и помочь человеку. А что касается бизнес-аккаунта, создать счет на бизнес, который уже существует, это на самом деле процедура примерно точно такая же, только нужно будет налоговый номер от компании, и в принципе все. Так, только нужно, чтобы друг согласился, чтобы ему на адрес пришла ссылка в виде карточки. День номер 3 в Орландо. И я уже освоил полностью парковку здесь, между прочим, и как за нее платить. И, между прочим, парковка здесь не такая уж и дорогая, как многие об этом говорят. Мы, короче говоря, сюда припарковались, поставили. И я вставил сюда карточку и заплатил картой. А стоит парковка $1 1 час. Очень приемлемо, очень хорошая цена, я хочу сказать. Мы стоим в самом центре и идем сейчас гулять немножко по делам. И, конечно же, берем вас с собой. Так, друзья, мы же сказали, мы сегодня пошли по делам, и парам-пам-пам-пам. Мы дела сделали, собственно говоря, между прочим. Мы сделали мне американскую банковскую карту. Вот так вот, йоу, и без ССН, без всего, чего только возможно, тополя. Карта готова, мы через 7 дней можем ее напечатать даже, то есть я получу физическую карту, не только виртуальную. И самое интересное, что я тут заметила, на этой карте получается 3 аккаунта. Checking, Saving и один аккаунт, который можно использовать, чтобы, так сказать, на него получать деньги, но не хранить. Короче говоря, защита от мошенников. Да. Будем вкратце. То есть, если вам, например, переводят счет, хотят перевести какой-то счет, оплатить что-то, вы даете вот этот вот, так сказать, ненужный аккаунт, номер, и на него переводят деньги. Потом вы эти деньги переводите либо на сейвинг, если хотите отложить, либо на чекинг аккаунт, который основной привязан к вашей карте, с которого вы можете платить. То есть вам переводят деньги, вы эти деньги с одного этого аккаунта переводите на другой, и все, если что, ваши эти деньги никто у вас назад не спишет, ничего не сделает. Все. И не заберут, то есть даже если мошенники заполучили вот этот ваш номер, который вы давали, то они ничего не смогут сделать, потому что на этом аккаунте у вас не хранятся деньги. Это очень прикольно, потому что это такая система вот только в США. На самом деле такой системы в Германии нету. Да, мы даже удивились. Нет. Да, нас обслуживал человек, он сам с Колумбии, и он тоже говорит, что такая система в США была придумана от мошенников, потому что они становятся все хитрее и хитрее с каждым днем. Или как он на английском сказал, становится все лучше и лучше, намекая на то, что становится все хуже и хуже, и мошенников становится все больше и больше. Что, кстати говоря, правда жизни. И это очень большая печаль.
ладушки, как мы сделали этот аккаунт? Все на самом деле намного очень просто. Я вам сейчас скажу банк. Банк называется PNC. Да, мы были в Chase банке. Да, мы были в Bank of America. И да, нам там сказали: о, вы можете сделать и так, но не сможем просто так взять и открыть аккаунт. Везде были свои приколы. В Chase банке нам вот так сказали: ребят, вы же понимаете, вы пришли в самый большой банк Америки, а вы только приехали. Что вы тут забыли? А мы такие: о, ну, наверное, открыть счет. Они такие: нет, идите где-нибудь откройте еще счет, а потом приходите и откройте у нас, если хотите. Без проблем. Ну, мы такие подумали: ну, ладушки, если вы так не хотите, мы уйдем. Все, хорошо, пошли в Bank of America. Там были свои нюансы, там нужен был адрес живой. Так и так, у нас адреса этого нет. Они сказали: можно адрес друга взять. Хорошо, но нужно было еще им принести определенную заполненную форму, бумажку, типа, чтобы друг расписался, заполнил форму о том, что, типа, да, он разрешает, так сказать, пользоваться этим адресом. Да. Но в этом банке PNC все намного проще. Мы туда пришли, нам сказали: да, тоже нужен адрес какого-то человека, знакомого, друга, я не знаю, родственника, кого угодно достаточно, но на него даже ничего не будет приходить. И это замечательно, потому что карта живая туда не придет, а в Bank of America, если что, живая карта пришла бы именно на адрес друга. А здесь мы можем пойти и сами напечатать эту самую карту. Чем мы, кстати говоря, займемся ровно через 7 дней, у нас возникнет такая возможность. А пока что ее нет, и есть просто аккаунт, который мы открыли, причем за $0. Какие документы у нас попросили? У нас попросили 2 подтверждения личности. Это паспорт наш, а у нас немецкий паспорт, и водительские права, тоже немецкие. И этого уже было достаточно на то, чтобы открыть аккаунт в PNC банке. Самое интересное то, что первые 2 месяца этот аккаунт совершенно бесплатный. То есть первые 2 месяца просто $0. После этот аккаунт вообще стоит $7 в месяц. Но, есть одно но. Если на этом аккаунте, на главном, так сказать, на чекинг аккаунте или на сейвинг аккаунте будет выше $500, то этот аккаунт совершенно бесплатный, то вы не платите за обслуживание карты вообще ничего. Классно же, по-моему. Само открытие данного аккаунта стоило ровно $0. То есть мы пришли, нам идеально все объяснили, показали, сказали и т.д. и т.п. Вообще, на самом деле, сервис вообще супер классный, топ. Нигде такого в жизни не встречал. И не нужно ничего ждать, несколько недель, не нужно было ждать аппоинтмента, термина или записи на любой вкус, цвет, любой язык. Выбирайте, который вам. Вот. На то, чтобы прийти и сделать этот аккаунт, получать какие-то письма, потом еще пин-коды, что-то еще. Нет, все в один момент, все в течение часа. Это с ожиданием, не ожидаем, мы справились в течение часа, мы все сделали. Я считаю, это был самый классный открытие банковского аккаунта, которое я когда-либо видел, и удобно. И на самом деле, вот этот оператор, как бы, если, человек, который делал нам аккаунт, он был настолько любезен, просто вау. Он с таким спокойствием и прочее объяснял, как зарегистрироваться в мобильном приложении. На самом деле это настолько простая процедура, я думаю, все с этим сталкивались и все это сами делали. И это очень просто, реально просто. А он с таким спокойствием и говорил, и объяснял. Я-то понимаю, он это, наверное, делает по сотни или тысячи раз уже сделал, и все равно с таким спокойствием он это объяснял. Блин, стоит ему отдать должное. Нервы у него железные, но и это говорит на самом деле об уровне обслуживания. А еще что интересно, то что в Америке чувствуется то, что здесь все иностранцы. То есть никто не осуждает за тебя за некорректный английский, никто не смотрит на тебя как-то предвзято, если ты говоришь с акцентом. У нас есть английский, но я бы не сказала, что он прям шикарный. Да, мы можем сказать все, что нам нужно, и мы все понимаем, но все равно у нас есть определенный акцент, который люди слышат, особенно которые здесь родились, так сказать, и уже местные. Но здесь чувствуется то, что нет никаких осуждений. Вот, если в других странах приезжают иностранцы, то есть иностранец приехал, наприезжали, валите домой.
то тут такого нет. Здесь все приезжие, и все совершенно нормально на это реагируют. В банке было много национальностей. Сидел колумбиец-менеджер, который открывал нам аккаунт. Его коллега с Азербайджана, которая также была рядом. То есть все совершенно нормально реагируют на то, что вы приехали. И, как Эдвард сказал, наверное, поэтому так спокойно объясняют все. Они сами это все прошли. То есть они сами еще и помнят, как недавно, как-то тяжело, когда вы куда-то приезжаете и идете в первый раз в банк или еще куда-то что-то, только первый раз делать в новой стране. И это классно, я считаю. Вы не чувствуете себя здесь чужим. А приехали мы ужинать в караван, узбекско-турецкое заведение. Скорее всего, узбекский ресторан. И это прикольно. И узбеки и здесь есть. Кто не смотрел наши выпуски с Ташкента, ну давайте, напоминаем. Мы были в Ташкенте год назад. Как раз год назад! О, это классный момент, чтобы вспомнить Ташкент, но уже в Америке. И на самом деле, как мы заметили, турецкая кухня тоже никогда не разочаровывает. Если не знаете, что кушать, идите к туркам, к арабам. Готовят всегда вкусные шашлычки, мясо, жарят всегда чудесно. Так как мы уже сели и все заказали в этом узбекском ресторане, здесь, конечно же, все русскоязычные, и это очень прикольно. Нас принесет доброжелательно, вообще вау, просто вау. Ну и давайте посмотрим, что у них здесь интересного есть за прилавком. Какое большое количество разных вкусностей. Это же невероятное что-то. Божечки. Элю сюда запускать нельзя, потому что если Эля это увидит, она будет есть вообще все. Также там стоит кофемашина и чай. В общем, это очень даже прикольная вещь. Классный. Мы уже довольны то, что сюда пришли. А что мы заказали? Сейчас вот. Компотик. 30%. Okay. For period of time or Вкусный ягодный компотик. cross. Как дома. Ну, учитывая то, что я опять повторю, год назад были в Ташкенте и ели вкуснейший плов, просто самый божественный плов. Конечно же, после моей мамы. И смотрите, пожалуйста, здесь мы тоже заказали плов. И вот такую вот тарелочку овощей. Будем честны, размеры здесь колоссальные. Я не думал, что такую огромную нам принесут. Там что-то, ну, хотя бы наполовину поменьше, и это бы было бы и то много. Но это прям очень много, будем честны. Но мы же говорили, что хотим питаться правильно, поэтому у нас теперь столько овощей. Мы же сказали, нам не нравится американская еда. Теперь вот, пожалуйста, держите тарелку овощей. Ну, уже подглядели за соседним столиком, что здесь просто огромная тарелка. Поэтому мы взяли только одну, чтобы разделить ее между собой. Мы начали. Я кусаю вкусный перчик. И беру плов. Реально вкусно. Не могу сказать то, что ташкентский плов был лучше. Они примерно на одном уровне. То есть люди правда знают, как готовить. Я вам скажу, 5 звезд. Вообще, обязательно. Обязательно. Будете здесь, сюда заходить. Вот такой вот ужин обошелся нам в $46. На самом деле очень приятная цена, потому что качество еды правда заслуживает похвалы. Нам все понравилось, и под конец мы взяли еще даже чаек, чтобы закрепить все это. Главное, чаек принесли вот в таком замечательном чайничке.
Вообще, просто 5 из 5. И на этом мы заканчиваем наше видео из Орландо. Это наш первый визит в этот замечательный город. Пишите в комментариях, что вы еще хотели узнать и что нам рассказать в следующих выпусках. Спасибо, что нас смотрели. И, конечно же, всем удачи и всем пока.